Всем привет! Сегодня у нас позитивные новости. Германия упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, то есть для мигрантов, беженцев, для всех категорий остальных граждан, да, которые приезжают в эту прекрасную страну. Давайте мы рассмотрим, в чем же заключаться будут новые изменения. И, кстати, они будут напрямую касаться украинцев. Перед тем, как продолжить, попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк, по возможности комментарий. Каждого благодарю за любое из этих действий. Ну а мы продолжаем. Сразу хочу сказать, чтобы вы в комментариях написали свое мнение по поводу всех этих новостей, да. Сейчас я все это оглашу и в конце, пожалуйста, напишите свое мнение. Правильно ли делает Германия, что упрощает получение гражданства, да, для всех остальных иностранцев, либо нет. Есть плюсы, есть минусы. Напишите свое именно мнение, я почитаю, отвечу на лучшие комментарии. Ну а мы давайте начинаем же вникать в то, что произошло в Германии 19 января. Да. Немецкий парламент одобрил новый законопроект, который облегчает процесс получения гражданства для иностранцев. За предложение проголосовало 382 члена Бундестага, 234 выступила против и 23 воздержалось. В принципе, да, ну, большинство, но не тотальное. То есть были люди, да, были члены Бундестага, которые были против этого. То есть, если в сумме сложить, то это почти, ну, больше 40%, да. Это не тотальное большинство, но вы знаете, что, как говорится, во всех странах большинство, да, и делает политику и вводит те или иные законы. Что по итогу сделано, да? Раньше, чтобы получить, то есть, ну, немецкое гражданство, да, нужно было прожить в стране 8 лет. Теперь, вот, согласно новым правилам, иностранцы теперь могут претендовать на гражданство Германии уже после 5 лет пребывания в стране, понимаете? 8 и 5 лет, то есть уже минус 3 годика улетело, это первое. А следующая графа еще, как говорится, больше, да, навевает каких-то упрощений, и люди еще больше будут читать эти новости, думая, что они могут попасть еще и в эту категорию, да. Еще быстрее, за 3 года можно получить гражданство при наличии особых интеграционных достижений, таких как выдающиеся успехи в учебе, карьере и волонтерской деятельности. Также предусмотрена возможность сохранения первоначального гражданства, то есть вы поняли, да? Если у вас было первое гражданство, не знаю, там, итальянское, да, или там, украинское, то вы сможете, то есть, 2 гражданства теперь можно будет иметь, что это, ну, конечно, тоже очень важно, считаю. В современном мире я считаю, что 2 гражданства, 3, каждый человек может, ну, иметь много. Но это мое личное мнение. Следующий момент, да, как вы знаете, еще вот летом, если не ошибаюсь, Германия понизила, да, то есть уровень языка, там, не что был там или C2, или какой там нужно, чтобы типа выходить на работу, чтобы тебя могли брать на какие-то позиции, что они уменьшили потолок вот этого знания, что в принципе там вообще самое элементарно, там, грубо говоря, привет, как дела, там, меня зовут так-то и хватит, и ты можешь идти работать, то есть они снизили порог специально языковой, да, чтобы людей можно было, как он там называется, джоб-центр у них, да, чтобы он мог отправлять уже любых, чтобы, как говорится, у человека не было там, да, вот этой отмазки или того, что он по 20 раз пересдает тот немецкий, то есть тем самым получается круговорот в чем, что он может сидеть на этих пособиях бесконечно, потому что у него не получается, да, изучать этот язык. Ну, как я знаю, там в Германии с этим не церемонятся. Если ты там не сдаешь что-то пару раз, да, тест, то там вроде бы тебя забирают выплаты на какой-то период, потом обратно их возвращают, обратно должен сдать этот, ну, изучать язык, да, и потом сдавать экзамены по языку. Если обратно провалил, обратно на какой-то период у тебя забирают пособие. Если это так, напишите, кстати, тоже в комментариях, потому что я про Германию
не слишком хорошо, да, знаю все их моменты по выплатам и так далее. Я не изучал, мне просто интересен был вот эта новость тем, что Германия является локомотивом, понимаете, если Германия принимает такие упрощенные, да, сейчас законы для того, чтобы люди могли получать по упрощенной системе гражданство, то есть понимаете, что остальные будут страны смотреть на Германию, потому что она считается оплотом, локомотивом и вообще главной экономикой, ну и вообще главной страной Евросоюза, на которой на ее плечах висят все остальные, грубо говоря, страны, да, практически она самая развитая экономика. И тренды, которые задает Германия, большинство стран Евросоюза перенимают. Я не говорю все, но большинство перенимают. Находясь в Ирландии, я думаю, что и в Ирландии до этого были разговоры такие. Я думаю, что Ирландия что-то такое ведет, какую-то упрощенную систему для того, чтобы люди, которые работают, которые интегрировались, могли остаться в этой стране. Ладно, мы отошли, давайте дальше прочитаем, что же написано. Вот следующий раздел уже затрагивает украинцев. Отдельно отмечается, что к 2025 году многие украинские беженцы, находящиеся в Германии, смогут подать заявление на гражданство, если их статус временной защиты будет продлен. То есть уже говорится о том, если человек проживет 3 года в Германии, да, то он уже, ну если он останется, да, или продлится защита, или каким-то образом он натурализируется, он сможет уже, то есть они намекают на то, что вот эти вот 3 года, ну или важно, человек там приехал сейчас в Германию, да, у него будет всего лишь год, или кто-то приехал, у него будет 2. Эти года будет засчитаны в натурализацию. Вот что главное, для меня была вот эта главная новость, что Германия официально подтверждает уже вот этим вот законом, что вот эти годы могут войти в натурализацию, что очень важно всем украинцам, которые находятся в Евросоюзе. И, ну и как мне, тому человеку, который, ну, моя семья находится в Ирландии, и нам тоже это очень важно. Важно, чтобы Ирландия приняла тоже такой вот закон. Главное, чтобы вот эти годы вошли в натурализацию. Это очень важно, потому что многие люди смогут тогда остаться. Если нет и начинать все с нуля, это, конечно, будет очень сложно и вообще для детей, для семей, да, для всех. И вот эта главная новость, которую я хотел подать, этот главный тренд, потому что, еще раз повторяю, Германия — это главная страна Евросоюза, она задает тренды, она самая такая, как говорится, ну, френдли, да, то есть толерантная, у нее самая большая толерантность. Многие, как пишут, уже видел комментарии, типа, скоро Германия, там, не знаю, превратится в вторую Турцию, да, или скоро будет референдум о том, что присоединить Германию к Турции, да, турков очень много в Германии, я сам работал в Германии, жил в прекрасном городе, да, работал в Дюссельдорфе, то есть, ну, были моменты моей жизни, и да, могу подтвердить, очень много арабов, много турков, они там живут, да, они там интегрированы, у них там магазины, они больше там по кухне, у них много парикмахерских, то есть, ну, люди как-то интегрированы, как-то живут, ну, я не знаю, то есть никаких у меня претензий к ним нет, не знаю, почему в комментариях много таких гневных по поводу турков, не знаю. И последний момент, самый тоже, кстати, очень интересный, я думаю, сейчас многие после принятия этого закона начнут именно делать маленьких детей. Почему? Потому что дети, рожденные от иностранных родителей в Германии, будут автоматически получать гражданство. Если один из родителей закона проживал в стране в течение 5 лет, в отличие от ранее необходимых 8 лет, то есть вы понимаете, да? То есть по факту вот сейчас там украинец проживет 5 лет в Германии, и все, даже не получая автоматически гражданство, если украинская семья родит ребеночка, да, грубо говоря, то он автоматически уже получает гражданство. При этом у этих людей, которые живут, да, ну, там, неважно, украинцы это, не знаю, там, литовцы, испанцы или еще кто-то, им не нужно, да, иметь гражданство. Главное прожить в стране 5 лет, и потом автоматически ваши дети уже будут гражданами этой страны. Раньше нужно было 8, сейчас 5. То есть видите, какой тренд, да? Тренд реально на то, чтобы ну, люди остались. Многие кричат всех метлой, все, в 25 году, всем пока, до побачення, goodbye.
чемодан, вокзал, там Киев и так далее, да, кто как любит сарказм свой включать. Я же конкретный оптимист, и я повторял и повторяю в своих видео, многие говорят, это твои мечты, это ты так хочешь это видеть. Нет, ребята оставят многих, кто хочет по-настоящему остаться, их натурализируют сами страны Евросоюза, потому что все-таки мы европейцы, то есть мы им ближе по духу, как ни крутить. Украинцы это европейцы, и нас захотят оставить. Главное, что белые европейцы. Я не какой-то там расист, и не хочу там никакие нации там ущемлять или себя там, нас, да, белых как-то восхвалять, но факт остается фактом. Украинцы это европейцы, и любая страна хочет, чтобы в ее стране все-таки было большее количество, да, тех людей, которые на них похожи. Мы очень похожи, да, ну, с огромными количествами национальностей, с поляками, с чехами я вообще молчу, там чуть ли не одно лицо, да. Ну, чем дальше, чем больше отличий, это понятно, каких-то там цвет волос, там то, все, это понятно. Но по факту мы европейцы. Я хотел это все донести. Это отличные новости. Еще раз проговорим, что теперь Германия будет по упрощенной системе предоставлять гражданство всем людям, которые приехали, да, которые иностранцы, беженцы, мигранты, можно по-разному эти категории граждан называть. По факту приезжие люди, которые будут теперь смогут податься после 5 лет проживания в стране. Раньше нужно было 8. По упрощенной системе за 3 года, вы понимаете, да, украинцам, которые будут проживать, как я понимаю, это мое суждение, те годы, которые они проживут в Германии, будут им засчитаны за натурализацию, то есть будут входить уже в гражданство. То есть. И последнее, то что теперь, если ребенок будет рожден в Германии, ему будет автоматически дано гражданство. Но обратно же оно будет дано только тогда, когда родители проживут 5 лет в Германии, а раньше нужно было 8 лет. Вот такие вот позитивные новости, как по мне, лично для меня. Скажите в комментариях ваше, еще раз говорю, мнение по поводу всей этой ситуации. Я считаю, что это отличный тренд, который задала Германия, которая является, еще раз повторяю, главным локомотивом, которая на своих плечах тянет весь Евросоюз. Всегда на связи.